Всем привет, друзья! Сегодня я хочу поговорить о двух ароматах, которые я на днях приобрела. Это от Леванты. Один из них я запланировала приобрести, и где-то последние несколько дней я вынашивала эту мысль, что мне нужно попробовать этот аромат, потому что он уже достаточно давно вышел и был очень-очень популярен, а у меня его никогда не было, что все-таки мне нужно его попробовать. Речь идет об аромате Roses Musk от бренда Монталь. Вообще к этой покупке меня подвели, скажем так, поиски другого сочетания парфюмерного, а именно сочетания розы и уда. Потом я натолкнулась на аромат, в сети интернет, конечно, натолкнулась на аромат от Faberlic, аромат из восточной линейки в розовом флаконе. Этот аромат, когда я его понюхала на рынке, мне показалось, что он имеет вот это сочетание роза-уд. Когда я начала читать отзывы об этом аромате, я поняла, что его сравнивают ближе всего с ароматом Roses Musk от Монталь. В итоге я действительно купила от Левант. Уже пару дней я с ним походила. Нанесла также его на ватный диск, чтобы потестировать. Он вроде бы и легкий, но он не чрезмерно акварельный, как по мне. Он имеет какой-то свой характер все-таки. Его нельзя назвать каким-то прям легким розным ароматом. Аромат, который можно назвать словом нежнятина, мне не очень нравится в большинстве случаев. Поэтому в основном я предпочитаю ароматы с характером, чтобы в них было все-таки что-то интересное, что-то цепляющее. Просто такие вот какие-то свежие поливалки, летние поливалки. Такое не очень я люблю, даже в летнее время. Вот ищу какую-то такую розу с характером. Возможно, да, чтобы немножко уда присутствовало, немножко сладости в ней. Но чтобы при этом она была, как я уже сказала, не слишком тяжелой. Этот аромат действительно мне понравился. В нем есть какая-то кислинка. Конечно, уда здесь нет, как такой более тяжелой ноты. Какая-то кислинка присутствует. Возможно, это жасмин или роза такая. Вот она немного такая свежая, утренняя. Действительно. Поначалу он мне показался более простым. Потом я поняла, что он не так прост, что у него есть характер. То, что мне и нравится. Поэтому, в принципе, да, я бы не отказалась от какого-то объема этого аромата для того, чтобы активнее попользоваться. Но в то же время у меня все равно есть такая мысль, что мне хочется немножко какую-то версию, может быть, чуть послаще. Что касается Roses Musk, если сравнивать его с моими розными ароматами, которые есть у меня, ближе всего, конечно, Монталь Dark Purple. Я начала сравнивать. Dark Purple более такой глубокий аромат, более потяжелее для меня, если здесь присутствует еще слива вместе с розой. Хотя я вот слышу тут такую помадную розу в раскрытии. Сливу я не особо различаю, но вот эта роза тут для меня более ретровая, более помадная. Поэтому все-таки Dark Purple потяжелее и поретровее. Вот его бы я, наверное, не хотела, хотя он вроде бы соответствует моим хотелкам на сегодняшний день, но как-то немножко он для меня ретрово звучит, и в первых нотах такой он слишком кислый, мне кажется, поэтому все-таки нет, его не хочу. Все-таки роза с маской мне нравится больше, как весенний, как летний аромат. French Leather от Memo, здесь роза перекликается, да, роза похожая, здесь такая свежая, чистая, легкая. Но French Leather это все-таки кожаный аромат, роза на кожаной подложке, он все-таки такой более тоже серьезный и потяжелее. Но роза в них перекликается, похожая роза. Eau de Givenchy также, если сравнивать, Eau de Givenchy совсем такой прозрачный, еще более легкий, чем Roses Musk. Все-таки роза мускус это такой, все-таки в восточную сторону аромат.
Да, все-таки более восточный и как-то поинтереснее. А вот Eau de Givenchy совсем такой прозрачный, чисто люксовый аромат, без каких-то, без уклона в сторону Востока. Такого в нем, конечно, нет. Hermes тоже, Келли Калеш, это тоже аромат про замшу. Поэтому тоже в нем такие свежие цветы присутствуют. Особенно в туалетной воде это свежие цветы. Но тут много все-таки замшевости вот этой. Все-таки, да, кто-то какую-то бензиновость слышит, такую какую-то резиновую ноту. Да, тут все-таки тоже более сложный аромат, сложно сочиненный. Тут, да, сравнивать тоже было бы некорректно, но я так на всякий случай сравниваю все, что есть у меня. И Кантата. Кантата это такая более ретровая роза, более помадная, тяжелая. Сейчас, если не разолью, попробую приоткрыть. Ну да, она более, конечно, такая, ближе, наверное, к какой-то, я не знаю, возможно, болгарская роза так пахнет. Она, конечно, тоже такая женственная, наверное, для женщины постарше. Да, она очень насыщенная. Тут, наверное, и амбра, и куча всяких других нот. Тут прям очень такой сложный, насыщенный аромат, какие любили делать в 80-х, 90-х. Прям ощущается такой вайб. Он тоже очень, он такой, я его люблю в конце лета, этот аромат Кантата. В конце лета прям на ура. Ну, кстати, да, роза тоже в нем угадывается. Ну, конечно, розовый мускус это, конечно, совсем другое. Да, вот если сравнивать, то Кантата послаще будет. Ну, там замес более, конечно, сложный, такой вот совсем другой. Здесь простая пирамида, роза, мускус и жасмин в Монтале. Но очень так как-то звучит современно, знаете. Да, очень современно. Вот я сейчас, когда вот сравнила с этими всеми ароматами, вот определенно, сейчас даже он мне еще больше нравится после сравнения всех ароматов. Об розовом мускусе, наверное, мне больше нечего сказать. Кстати, там был аромат еще Starry Night. Я понюхала, и мне послышались какие-то знакомые нотки. И я так начала задумываться, думаю, что же это такое знакомое. И поняла, что мне он напомнил Ангела от Мюглер. У меня от Левантик парфюмерной воды, насколько я помню. Не туалетка, а именно парфюмерная. В общем, вот я услышала вот эти знакомые сладкие нотки этого ангела, поэтому тоже хочу его купить. Ну, наверное, ближе к осени, скорее всего, ближе к холодам. Попробую заменить ангела, потому что у меня его нет, а мне он нравится. Попробую таким образом выйти из положения. Второй аромат, который я приобрела в распив, называется Тарина 22 от марки Ксержов. С этим ароматом я вообще не была знакома и вообще не собиралась его покупать. Просто когда я пришла, чтобы купить розовый мускус, я подумала, что можно выбрать что-нибудь еще. Там было представлено очень довольно-таки большой выбор ароматов, довольно много ароматов разных брендов, и нишевых, и люксовых. Я подумала, почему бы мне не выбрать что-нибудь еще для знакомства. И когда я там практически все перенюхала, не все, конечно, но половину, наверное, перенюхала из того, что там было представлено. Ну, то, что меня больше всего интересовало, там были, да, интересные нишевые бренды, и Kilian, и даже Герметика, такой более редкий бренд, и несколько ароматов Том Форда. Конечно, там не было такого, чтобы полная линейка, и можно прям любой аромат. Так, где-то по 5-6 ароматов от каждого бренда присутствовало. Ну, конечно, я хотела какой-то такой водный, морской аромат, что-то типа Vanilla Vibes от Juliette Hazegan. Там была Vanilla Vibes, но я хотела что-то в этом направлении, но попробовать что-то другое. Из Монтали Мансеры ничего не было в этом направлении, на что я, конечно, надеялась, но там этого не было. Ни Френч Ривьеры, ни Сицилии Мансера не было, ни Сент Флауэрс от Монталь.
Это такие считаются летние пляжные ароматы. Этого не было, к сожалению, не удалось попробовать. Только был Cedar Bois от Montserrat. Но он больше такой все-таки в мужскую сторону, хотя приятный аромат тоже. Потом дошла я уже до Ксержов бренда. Там были в основном сладкие ароматы. Вот это был один такой, который, как мне показалось, он был в синем флаконе. Мне показалось, что это должно быть что-то морское. В итоге, наверное, я что-то слышала про Тарина 21, что он цитрусовый и летний, а это Тарина 22. Видимо, я как-то спутала и, в общем, купила 3 мл, немножко чисто попробовать. В старте что-то мне слышится там то ли цитрусовое, то ли фруктовое. Какой-то, возможно, сладкий фрукт какой-то мне послышался, возможно, тропический. Ну вот это мое восприятие. На самом деле, если смотреть на пирамиду этого аромата, он считается древесный, фужерный, теплый пряный, свежий пряный, камфорный и так далее. И только потом уже цитрусовый. В пирамиде здесь шафран, эвкалипт, бергамот в верхних нотах. Возможно, вот эвкалипт и бергамот дают вот эту фруктовость, какую-то кислинку такую вот цитрусовую. Потом мате, мускатный шалфей, гвояк. И в базе сухая древесина и мускус. Да, мне в верхних нотах и в средних послышалась какая-то фруктовость такая вот кисло-сладкая. Потом, когда прошло несколько минут, он начал, ну, где-то по прошествии получаса, уже мне послышалась какая-то даже табачность или же аромат вот этой папиросной бумаги и пачки сигарет. Вот что-то такое вот наподобие, как в киллиановской девочке. Что-то в этом направлении. Скорее всего, да, вот здесь идет мате, гвояк, шалфей. Вот это какая-то, видимо, специевость, древесность, сухая древесина в базе. Вот это, видимо, играет вот в эту сторону, в сторону табачности. Вот на мое восприятие это мой нос вот так воспринял, как какую-то табачность. На самом деле, потом уже, когда я прочитала отзывы, прочитала, на что похож этот аромат, оказалось, что он похож на бакару, его сравнивают с бакарой. И да, действительно, когда я нанесла на ватный диск, вот уже по прошествии целых суток где-то я услышала вот эти действительно ноты бакары. Скорее всего, если это и бакара, то бакара без фруктов, без клубники, земляники. И не такая сладкая, возможно. Возможно, вот этот отголосок жженого сахара, смешанный с йодом. Вот эти йодистые ноты тоже присутствуют, но они чуть сладковатые, но не слишком. То есть, если это и похоже на бакару, то это какая-то такая более умеренная, более, возможно, мужская версия бакары. Вот, может, что-то в мужскую сторону. Хотя аромат унисекс. Да, он такой вот для меня загадочный. Я как-то не сразу его поняла. Вот я уже вам рассказала, как вот в первый день мне на коже, как он раскрылся. И по первым впечатлениям. Да, это вначале фрукты, потом табачность. Но то, что есть что-то от бакары, да, в базе есть однозначно что-то от бакары. Если по первым нотам это что-то более такое свежее, фруктовое, то потом это становится более древесным, специевым, табачным. Вот эти направления. Просто каждый человек это интерпретирует по-своему. И вот эти древесные ноты, да, иногда они могут казаться более табачными, иногда могут казаться более древесными. Вот древесина, например, наподобие как в Black Pepper от Зелинский Розен. Вот я его не зря сюда притащила. Что-то вот мне показалось схожим с ним. Но все-таки нет, эти ароматы, они как бы не схожи. Это у меня копия, не оригинал. Эти ароматы, в принципе, я стала сравнивать. Вот это какая-то нота древесины здесь. У них перекликается какая-то древесность. Мне показалось, что он мне напомнил. Но когда понюхала, все-таки это не похожие ароматы, только вот этой древесностью перекликаются. Вот. Ну, в общем, да, вот такие вот мои впечатления от Тарина 22. Конечно, аромат не особо сказать, чтобы на лето. Нет, я не скажу, что он такой какой-то летний.
Но в холодные вечера или в дождливую погоду, думаю, можно. Или вот весенним вечером, вот как сейчас, когда вечером где-то плюс 18, плюс 20, думаю, можно его нанести, но когда уже выше градус, тут уже кому как нравится. Может, кому-то и понравится, как он раскроется в эту погоду, но точно каким-то легким ароматом его не назовешь. Если вот Roses Mask — это такой аромат, который, я думаю, я бы носила летом, и в жару он бы меня не задушил. Но это лично мое восприятие. Кого-то, возможно, это душит. Я видела и негативные отзывы на этот аромат, но, мне кажется, меня бы не задушил. А вот этот аромат уже я не могу назвать таким легким. Он все-таки немножко такой более сложный, более интересный. Тут такой вот замес более серьезный уже. Хотя в начале, да, какая-то цитрусовость присутствует. Да, здесь у меня еще разные розные ароматы. Да, также с Burberry Faux я хотела сравнить. Burberry Faux это клон Баккары считается. Но он более сладкий, более клубничный, земляничный, более фруктовый, чем Тарина 22. Вот я не знаю, именно с Баккарой не могу сравнить. Но вот с Burberry Faux более, конечно, такой женственный, легкий, наверное, более. А вот Тарина все-таки это ближе к унисекс направлению. Это мое субъективное мнение, я не утверждаю ничего, не агитирую никого ничего покупать. Думайте сами, решайте сами, пробуйте, тестируйте. Я только высказываю свое мнение. Как и все парфлюбители и парфблогеры, это все очень субъективно. И нельзя сказать, что кто-то специалист, а кто-то не специалист в этой области. Все высказывают свое мнение. Я считаю, специалистом может быть только парфюмер, который создает ароматы. Вот он, наверное, является специалистом, который действительно в этом много понимает. Ну, или же еще люди, которые могут раскладывать на ноты, да, могут прям угадать все ноты в аромате, только понюхав его с блоттера, например, или со своей кожи. Вот этих людей тоже, мое мнение такое, что да, это, наверное, такое вот, ну, такой талант, да, своего рода угадывать ноты. Это какая-то нанюханность, да, как говорят, такое смешное слово, нанюханность. Я слышала в некоторых видео. Вот, что как будто бы чем больше, да, человек ощущает разных ароматов, больше знакомится с ароматами, то он потом начинает уже угадывать ноты, учится раскладывать аромат на ноты. А в остальном мы просто все высказываем свое мнение, а сказать, что один аромат лучше другого, тоже было бы некорректно, да, потому что одному человеку нравится один аромат, другому другой. Для кого-то этот аромат там воняет, а для кого-то это божественный запах, поэтому что-то кому-то советовать и говорить, покупайте этот аромат и не покупайте тот, это, конечно, неправильно будет, потому что у всех разное восприятие. И даже продавец, который продает ароматы, да, тоже совсем не обязательно, что он много об этом знает, совсем не обязательно, что он этим увлекается. Вот такое мое мнение. Ну, на этом у меня все. Услышимся в следующем видео. Всем удачи, хорошего настроения, хорошего дня и пока-пока.